Здорово, народ. Давненько не виделись. А как вы думаете, не замахнуться ли нам сегодня на высокие материи и не попробовать, не поработать с платиной? Платина, конечно, звучит громко, но на самом деле это всего лишь такой же металл, как и многие другие. И он довольно сносно поддается переработке, ну и афинажу. Откуда может взяться платина? Ну, рассказывать, наверное, лишнее. В основном, это из КМ-конденсаторов болгарских, советских, зеленых, красных, желтых, каких угодно. И даже в СМД-конденсаторах они могут, ну, теоретически попадаться. И вот после переработки и отбора серебра и палладия остается вот такая вот чача. Такая красная масса. Как ее получить? Если кому-то интересно, когда-то, скоро или не скоро будет ролик об этом. А сейчас, значит, вот готовая платина. Вернее, не платина это у нас, а хлорплатинат аммония. Хлорплатинат аммония. Его нельзя не расплавить, ничего. Его надо афинажить и получить из него металл. Давайте так и поступим. Сколько здесь ее платины, я не знаю. Сложно предположить. Кладем это все дело в стакан. Располагаем. И заливаем ее чем? Водой. Воды нам надо немножко. Я пипетка, если позволите, чтобы лишнего не налить. Ну, на самом деле тут нет никаких ограничений. Вода и вода. Смысл в том, чтобы раствора получилось как можно меньше. Можно было, наверное, конечно, все это обжечь, но вряд ли стоит сжечь платину. Есть, да? Ну, давайте, чтобы хоть какое-то ощутимое количество получилось. Так, есть вода. Из этой крышечки я наливал. Теперь берем... Это у нас гипохлорид. Гипохлорид концентрированный. Ну, я не знаю, насколько концентрированный. Его плотность 42%. Или около того. Это не белизна, но хотя в наших целях белизна тоже подойдет. Метод, которым мы сейчас будем работать, называется хлорирование. Ну, по крайней мере, в наших узких кругах он так называется. Возможно, у него есть автор, может и нету. Так, 2 мл гипохлорита концентрированного. Ну, понятно, если вы будете делать белизну, белизны надо значительно больше. Прям больше и больше. Раз в 5, наверное. Для нашего опыта вообще не имеет никакого значения, каким образом вы растворите платину. Ну, об этом чуть позже. Так, закрываю стакан пленкой, перехватываю резинкой. Вот есть резинка. Вот так это выглядит. Зачем я это сделал? Сейчас я туда буду добавлять соляную кислоту и, конечно же, повалит хлор. И вот, чтобы этот хлор не ловить тут где-то, не вдыхать его, мы оставим его в этой самой. Ну, в общем, смысл такой. Сейчас сделал вот дырочку. Туда вставлю вот так пипетку. Надеюсь, видно вот так. И буду там по капельке кап соляную кислоту. Хлор будет образовываться и оставаться здесь. Ну вот, взял тоже для близира тоже 2 мл соляной кислоты. Ну, погнали.
соляная кислота, если это кому-то важно. Настоящая заводская, 15%. И вот так интересно, оно, в общем, не сразу начинает работать. Пожалуй, наверное, всего этого хватит. Сейчас, ну сколько? Сколько-нибудь. Полчаса, может час. Процесс этот не быстрый. В принципе, если вы сделаете это царской водкой, там, в какой-то концентрации, то это все случится гораздо быстрее. Мне просто интересно, я сейчас работаю над этим методом, так сказать, ну как работаю, стараюсь его использовать, он мне кажется более какой-то чистый, что ли. Ну что, короче, реакция идет, вон, смотрите, пенится, видите? Надо сейчас просто подождать. Повторюсь, царской водкой это все было бы быстро и моментально. Ну, оставим это, так сказать, за полем обсуждения. Так, ну вот, прошло некоторое время. Для вас довольно быстро, да? Вот наш раствор. Его сейчас много, потому что промывка фильтров заняла много времени и много воды. Ну, тем не менее, нам это не должно помешать. Теперь, значит, план такой. Берем колбу побольше и переливаем это сюда. Просто тупо переливаем. К чему, значит, весь этот цирк с конями? Объясняю. Неотъемлемым спутником платины является палладий. И есть вероятность, что мы зацепили какое-то количество палладия вместе с платиной. И с этим надо побороться. То есть негоже заниматься всем этим делом и при этом оставлять в платине палладий. Как мы будем его чистить? Чистить мы его будем, значит, таким образом. Как я, возможно, уже упоминал, у палладия с платиной свойства очень схожие, но в то же время совершенно разные. Они по-разному реагируют на повышение pH, на щелочную реакцию. То есть платина вообще как бы не реагирует с щелочью никак. А палладий при определенных условиях переходит в гидроксид палладия. Происходит реакция гидролиза и все такое. И вот нам этот момент надо поймать. И когда же он происходит? Происходит он, когда раствор приобретает pH в районе шестерки. Ну, 6-7. Вот видите, они... Вот пятерка это нейтральный цвет раствор будет, да? А шестерка, семерка уже ближе к щелочи. Но еще не щелочной. Фактически тоже нейтральный. И вот этот момент нам надо будет поймать. Если щелочи вбахать столько, что уйдем вот в эту зону, то все, труба. Палладий перейдет немножко в другую форму. И это будет уже не гидроксид палладия. В общем, все пропало. Вот на этом, на такой щелочности основан другой метод очистки палладия, о котором, возможно, мы когда-то поговорим. Ну, теперь, значит, ловим шестерку, и я вам дальше все покажу. Что нам для этого надо? Не любая щелочь подойдет. Говорю вам откровенно, и четко и понятно. Вот калий, OH,
натрий OH, и тем более кальций OH, вы знаете, это щелочи, да, они не подходят, потому что они имеют довольно активную свою сущность, назовем так, и в какой-то момент может начаться восстановление. Там свободный кислород появляется, всякая фигня. Не будем углубляться. Нам нужна кальцинированная сода. Я ее называю жареная сода. Самодельная буквально. Прокаленная на сковородке, в чашке металлической, пищевая сода. Вот. Это вещество не щелочь. Это соль натрия, угольной кислоты. Натрий углекислый, если угодно. Карбонат натрия, вот так правильно это называется. И он, несмотря на то, что имеет щелочную реакцию, свойства, он не является щелочью как таковой. И при взаимодействии его с кислотой в растворе будет выделяться углекислый газ, а не кислород. Понятно, да? Это важно. Ну что, давайте по чуть-чуть. Испарениями не дышим ни в коем случае. Я специально взял узкогорлую колбу, чтобы ваткой вот так затыкать, и чтобы вся аэрозоль оставалась на ватке. Дыхать это нельзя, ни в коем случае. Ну, давайте начнем с чего-нибудь. Угу. Ну, как я думаю, кислоты немного в растворе. Реакция произойдет довольно быстро. Чего мы добиваемся? У нас уже есть какой-то эффект, видимо, мы уже близко где-то. Раствор перестает быть прозрачным. В момент, когда pH переваливает 5, сейчас у него, если померить, pH будет вот здесь, в красной зоне, ну, там, допустим, 2 или даже 1. Это сильная кислотность, и нам она не годится. Ну так вот, когда раствор перевалит 5, должен выделиться не только палладий, но и все, что там было, медь, никель, там, железо. Ну, серебра здесь не может быть по определению, потому что серебро вы достанете значительно раньше, до того, как доберетесь до платины вообще в принципе. Вот, и раствор помутнеет. И вот в этот момент надо четко вот поймать вот эту шестерочку и эту муть или отфильтровать, или дать отстояться. Но фильтровать, вы же понимаете, что здесь платины как таковой мало. Если еще размазать на фильтр, это будет неоправданная такая тема. Поэтому лучше дать отстояться этот взвесь, если она образуется, если она будет здесь. Но она при неаккуратной работе на первоначальных этапах всегда какая-то грязь попадает, и она потом в виде этой мути будет плавать. Если вы аккуратно все сделали, там, подошли со всей душой, то раствор может и не испортиться, что будет говорить о том, что он достаточно чистый. Характерным признаком того, что вы где-то уже рядом, это будет высокая шапка пены. То есть чем раствор будет ближе к нейтральности, тем пена будет выше. То есть это косвенный признак, но это не факт, что именно так, но это может быть каким-то ориентиром, что с этого момента надо начать быть очень внимательным. Этой соды кальцинированной может понадобиться довольно много. Представьте, если бы у вас было тут литр кислоты, то припаритесь ее гасить. Для этого надо
искать другой метод. Вот этот метод, который я показываю, он хорош для небольших объемов. Давайте уже приготовим лакмусовую бумажку. Прикинем, что тут у нас получается. Еще совсем сильно красная, так что продолжаем. Да, и еще хотелось бы сказать, что у вас должно быть много свободного места в колбе. Нельзя под самое горлышко наливать, потому что когда пойдет пена, а она обязательно пойдет, вы ее просто не поймаете. Ну или на худой конец какую-то подложечку там, чашечку какую-то пластиковую или еще что-то. Что если фыркнет, то все попало бы в чашку, и вы могли бы это собрать. Вот, где-то мы уже совсем рядом. Ух. О, мы попали почти в точку. Так, на эту точечку не смотрите с угла, а вот смотрите здесь. Видите, да? Прям вот прям шестерка. Вот пятерка, она явно желтее, а шестерка вот так. Вообще супер. Ну, давайте вот до семерочки, может, доведем. Все, видите, уже даже не реагирует на соду. И как бы, если у вас получилось вот так же чисто, не надо радоваться. Надо подождать. Возможно, грязи не очень много, и она не очень заметна. Но вот я смотрю, прям явно у меня кристально чистый раствор. Хотя нет. Есть немножко что-то, какая-то молочность. Так, лишнее оторвем. Давайте проверим. Да, вообще как у Аннушки просто вот. Видите, да? Семерка уже слишком темная, пятерка слишком желтая. Шестерка. Прям вот так видно, что он с зеленцой такой, да? Видно, нет? И смотрим раствор на свет. Можно фонариком, можно еще чем-то. Да, однозначно и бесповоротно. Давайте я сниму фиксацию. Мы видим раствор такой слегка молочный. Он прям, ну как бы даже не просвечивает в полной мере. Видите, он пальцы. То есть грязь все-таки есть. Ну что ж, значит, у нас все получилось, как по науке. Как правило, платины у всех немного за один раз, поэтому относитесь бережно. Палочки обмывайте, колбочки тоже обмывайте. Ну что, народ, самую трудную часть прошли. В прямом смысле самую трудную, самую сложную, требующую какую-то навыка, я не знаю. И вот смотрите, что у нас на фильтре. На фильтре у нас грязь. Скорее всего, это палладий. Но сейчас я его проверять, добывать не буду. Сложу, высушу, сложу в баночку, и пусть будет палладий на фильтре. А вот тут дофильтровывается тоже на маленьком фильтре. Как показать? Тоже дерьма, полный фильтр. Теперь, значит, надо немножко это дело промыть. Здесь я приготовил
раствор соды. Давайте проверим его. Он тоже желательно, чтобы был нейтральный. Ну, 6. Ну, тут, видите, уже к 7 пошло. Ладно, приемлемо. Берем пипетку. Ну, это черпаем сколько-то и проливаем. Ну, что отмоем, то отмоем. Что не отмоем, как там говорят, доля чья-то там. Все, будем считать, что здесь промыли в известной степени. Раствор не очень концентрированный, поэтому на фильтре останется совсем немножко. В растворе имеем. Что теперь? А теперь у нас осталось, в общем-то, самое простое. Восстановить платину в металлическом виде. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится формят натрия. Формят натрия тоже самодельный. Ага. Что же теперь? А теперь, вот, помните, да, в самом начале я говорил, неважно, чем вы растворите. Царской водкой или хлорированием, или как угодно. Сейчас это все уже не имеет значения, потому что мы погасили все кислоты содой. Погасили, все, нам там больше ничего не мешает. pH, как мы помним, у нас в районе 6. Это прям вот тютелька в тютельку, то, что нам надо для восстановления. Понимаете? Открываем. Берем нашу ложечку. И вот как есть, прям в холодную. Ну, сыпем сколько-нибудь. По чуть-чуть. Реакция будет бурная. Понятно тоже, не дышим всем этим дерьмом. Так, еще буквально так. Сливаю из колбы сюда же. Так, пока ничего не меняется, мы видим, все в том же цвете. Так, включил песчаную баню на газу. Извините, уж процесс нагревания показывать не буду, но не сомневайтесь. Вот, значит, сыпем какое-то количество, так, почти на шару. Хоть сколько-нибудь. Сыпем и сыпем. И ничего, в общем-то, не должно происходить, кроме вот этого шипения. Шипит это муравьиная кислота. Сейчас гасится щелочь. Сода, которая в растворе. Ну, до какой-то степени довели. И что теперь? Ну, да, пока остановимся на этом. Ну, наверное, мы в общей сложности вот полную с горкой вот такой ложечки походной, одноразовой вбахали. Ну, в общем, так. Все, готово. Тут у нас какой-то задел восстановителя уже растворен. Идет нейтрализация щелочи или нейтрализация кислоты, как угодно. Это может быть, если у вас самопальный формат, если заводской магазинный, этого может не происходить. Это не важно. Теперь, значит, ставим это все нагреваться и медленно доводим почти до кипения. Я сейчас это все тоже проделаю и буду стараться, чтобы не пропустить тот момент, когда что-то начнет меняться.
Вот смотрите, начали происходить изменения. Раствор прямо на глазах прям чернеет, смотрите. Чернеет, 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 чернеет. На всякий случай приготовлю миску, что если что, туда буткну. Быстро переставлю. Риск вспенивания, если вы переборщили с формиатом, ну, просто огромный. Просто неотвратимо, так сказать, это случится. Оно вот так, и все, как шампанское вылетит со всеми последствиями. И что-то мы тут такое видим. А мы тут такое видим, что у нас восстановилась платина. Ну, возможно, не вся. Сейчас посмотрим. Раствор абсолютно хрен пойми какого цвета. Не просвечивает. Сверху ничего не плавает. Берем наш формят и прям по зернышку добиваем. Ради бога, прошу вас, не сыпьте ложками. Улетит все, просто ахнуть не успеете. Никто никуда не торопится, все это самое. В какой-то момент, когда вы поймете, что все закончилось, а проверить это можно, ну, довольно простым способом. Вот смотрите, сейчас вот на эту кромочку я буду подсыпать формиат, и вы должны увидеть самое важное. Видите, пузыри, пена белые, не имеют никакой окраски. Ну, то есть белые, прозрачные. Это значит, что восстановление уже произошло. И сейчас у нас задача просто так, на всякий случай, насытить вот так формиатом. Думаю, этого будет достаточно. Вот видите, размешиваю, и пузыри белые, то есть они не имеют никакой окраски. Теперь мы это дело немножко вот так со стенок смываем, чтобы на кромке зеркала не образовалось. И все, ставим теперь уже кипятиться, но тоже далеко не отходим, на первом этапе, по крайней мере. То есть как поведет себя раствор. Если видите, что никакого риска, он уже закипел и ничего страшного не происходит, просто тупо кипятим его и все. Для того, чтобы все скоагулировалось. Ну все. Давайте сейчас встретимся, когда уже он покипит. Обратите внимание, там уже плавает пенка. Вы видите, да? Давайте я его пошевелю. Вот прям металлическая пена. Губка, вернее сказать. Так, ну я решил включиться, чтобы вам показать, потому что это очень примечательно, просто очень примечательно. Вы меня извините, если фонариком немножко камеру засветит, но это важно. Смотрите, я раскручиваю. И что мы там видим? А мы видим осадок прям натуральный, реальный. Раствор уже почти прозрачный. Поверху, вон видите, тоже плавает пена. Уже даже вон наверх куда-то залезла. Давайте вот так. Вот. Четко видно и хорошо. И обратите внимание, никакого зеркала. Просто идеальное восстановление. Ну ладно. Продолжим кипятиться.
дальше будет видно. Ну что, товарищи, я считаю, что все закончилось. Вот наш стакан. В растворе, возможно, еще взвешенные частицы есть, но пока остывает, все осядет. Смотрите. Ребята, вот так вот, без всякого шума и пыли, при помощи жареной соды, карбоната натрия и формиата натрия, мы получили платину. Достаточно чистую, чтобы говорить об этом вслух. Вся грязь у нас осталась на фильтрах. Вот она. Ребята, какие мы молодцы, да? Провели просто идеальную операцию по получению платины в металлическом виде. На этом все. Что тут сушить и промывать не имеет никакого смысла, в смысле показывать. С этим все понятно. Даю схлынуть, остыть. Может быть, даже еще осядет что-то. Все это коагулируется очень хорошо, даже на холодную все слипнется. Все зашибись. Ну что, на этом, пожалуй, все. Будьте здоровы, живите богато. Не хворайте. Пока. Немножко пыли присела. Не зеркало, а именно пыль присела. Сейчас мы ее смахнем. И все будет хорошо. Да, как-то так.